Half-Life 2 разделен на несколько категорий, такие как гличлес и any%. Это самые основные категории, которые по сей день спидранят раннеры. Но Half-Life 2 это не просто игра, а рай для мододелов, так как при помощи движка Half-Life 2 под названием Source делаются такие красивые и интересные моды. Но что если я вам скажу, что есть человек, который заспидранил почти что больше 90% модов, которые есть сейчас на эту игру? Меня зовут Илья, или же Фурка, и сегодня я вам расскажу, как спидранер под ником Lyren заспидранил практически все моды на игру Half-Life 2. Итак, начнем с того, кто же такой Lyren? Для этого я решил сам лично узнать у него поподробнее и задал десяток вопросов, связанных с ним и его карьерой спидранера. Привет, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты и как ты познакомился со спидранами? Было ли это знакомство с играми на Source движке? Или это была другая игра? I'm Lyren from Finland, 24 years old. The first time I discovered speedruns was back in 2013 or 2014 when I saw speedruns of Zelda Ocarina of Time and Majora's Mask. Not long after that, I started watching Source runs as well after watching Duomo around the time it was released. Как вы можете понять, Lyren практически 10 лет знаком со спидранами, и это довольно много. Если зайти к нему в профиль на speedrun.com, то можно заметить, что он любит потрепать свои нервы, так как у него на сайте было выложено 818 спидранов, 487 из которых являются полными ранами, то есть пройдена полностью вся игра или мод. И 331 ран были по уровням или же картам, то есть, например, отдельный спидран головы Road Canals в Half-Life 2. В общем, ранов у него очень много. Для сравнения можно зайти в профиль к Пролерту и увидеть, что у него намного и намного меньше. Как мы знаем, сам Lyren познакомился со спидранами через Зельду, легендарную, но немногим знакомой игрой. Но примерно в это же время он наткнулся на сегментированный ран, Source Runs, под названием Half-Life 2 Двахмов. Двахмов расшифровывается как Done with a High Magnitude of Velocity, что в переводе означает «выполнен с высокой скоростью» или же «пройдено с высокой скоростью». Он является вторым сегментированным спидраном по Half-Life 2 на Source Runs после Half-Life 2 Done Quick 2006 года. Его выложили на канал более 10 лет назад и считается легендой и истоком всех других крутых сегментированных ранов по Half-Life 2, и не только. Если вы его еще не видели, то рекомендую посмотреть, все источники в этом видео будут оставлены в описании. Считаешь ли ты себя единственным раннером, который заспидранил максимальное количество модов? I'm very confident about being the person who has run the most Half-Life 2 mods speedruns out of everyone, as I have run 88 out of them out of 91 so far. I am actively trying to keep up with everyone who does mod runs. Ron and Peng have both run around 21 different mods each. А ведь действительно, если перейти к нему в профиль на speedrun.com, то можно заметить, что он практически в каждом моде держит мировой рекорд. Не везде, но в 80% случаев уж точно. Это объясняется тем, что либо некоторые моды никто, кроме него, не спидранит, либо были раннеры, которые какое-то время пытались, но вскоре переставали пробовать побивать рекорд. Поэтому, если соперников нет, то это значит, что халявный мировой рекорд в кармане. По какой игре или моду у тебя были первые попытки спидранить? И является ли мод Prospect твоим первым спидраном на speedrun.com? First game I did runs for was Terraria back in August 2016 by beating the Eater of Waters as fast as possible. It was only a couple attempts back then, so I consider the real start for my speedruns to be the Half-Life 2 mod Transmissions Element 120 back in March 2018, which also marks the start of my Half-Life 2 mod speedrunning journey. Что ж, фанаты Террарии, привет! Но больше интереснее то, что Lyren считает настоящим началом своих спидранов мод под названием Transmission Element 120. Его первый ран по этому моду не выделяется каким-то выдающимся бэхопом или же скипами. По сути, это простое, но максимально быстрое линейное прохождение. Удивительно больше то, что большинство раннеров начинают свой путь Half-Life спидранера непременно с самой Half-Life, а Lyren начал с модов на нее. Среди всех модов, какой больше всего тебе понравился и запомнился? Хотел бы ты, чтобы больше людей спидранило моды? I have considered Southernmost Combined to be my favorite mod to run, as its route has great amount of challenge but still not being too overwhelming. Most memorable mod has to be my second favorite mod to run, Half-Life 2 Uncertainty Principle, as it was one of the first mods I ran as well, and I also have the most hours on it across all mods. I have always wanted more runners and competition for Half-Life 2 mods. It's been my long-term goal to get more people to run them. Я зашел к нему в профиль в Steam, чтобы поинтересоваться, а сколько в целом часов у него в модах на Half-Life 2.
Что ж, Half-Life 2 эпизод 2 он провел 354 часа, в Half-Life 2 307 часов, в Half-Life 2 Downfall 195 часов, и еще в нескольких модах, которые я нашел, в сумме 421 час. И общее время, проведенное в играх и модах на движке Source, является более 1000 часов. Откуда было такое рвение за спидранить столько модов? 818 ранов на speedrun.com. Это было обычное желание поставить хороший VR или как? The reason why I'm running so many different mods and games in general is to keep it interesting. Learning the round, finding new routes and seeing new scenery is all part of the fun. I actually tend to stand on a single mod longer if I have more competition in a way where we go back and forth with the world record. But I get too frustrated and bored if I run a single game for too long, and it's the reason why I don't go for world recording categories such as Half-Life 2, any percent, no void clip. Тогда это объясняет его рвение и интерес спидранить различные моды и игры в целом. Вспомнить тоже сражение за топ-1 в Half-Life 2 с Half-Life 1 Моментом, где Алан пытался перегнать Warzone, а после ликовую Туби. А я в сторонке за всем этим следил. Эх, классное же время тогда было. И все, и зальем этот, наконец, долгожданный рекорд 42 минуты 17 секунд. В каком первом сегментированном спидране для Source Runs ты участвовал? И был ли у тебя свой личный, организованный, сегментированный спидран? Если был, то по какому моду или игре и когда это было? First Source Run's segmented run I was part of was the one for our Uncertainty Principle. I have done 2 segmented runs myself. Suboptimal Hangover segmented run and the Lost City sub 1 minute low dad. I actually have had a third one in the works for City 17 is far away for a while, but I have had to reset it so many times due to faulty segments and routing problems. It's holding me back from finishing it. На самом деле, в очень даже интересном сегменте ране Лайрон участвовал. Uncertainty Principle закончили за 5 минут 17 секунд и выглядит очень динамичным и интересным. Suboptimal Hangover. Данный мод многим известен по этому видео, и интересно то, что Лайрон выложил его не на Source Runs, а просто у себя на канале. В описании он объясняет это тем, что просто решил потренироваться в сегментировании. The Lost City. Этот ран тоже не был выложен на Source Runs, и вовсе не было цели для этого. Цель данного видео является простой показ роута, который он использовал в своем мировом рекорде в этом моде. В каких легендарных, по твоему мнению, проектах для Source Runs ты участвовал? Гордишься ли ты по сей день своими сегментами? The most important Source Runs project I was part of was most likely Half-Life 2 done backwards. I was never proud of my segments, not now and not even when I got them while segmenting. Half-Life 2 Done Backwards поистине является самым крутым и интересным сегмент-раном 2021 года. Как можно понять, по названию суть мода была в том, чтобы с конца добежать до начала. Данный ран действительно является динамичным и интересным, но сам Лайрон в этом сегменте не сильно уж выделялся по сравнению с другими раннерами. Кстати, если кому-то интересно, то я на основе этого мода также сделал свой сегмент-ран, который вы можете посмотреть по ссылке в описании. Кто, по твоему мнению, лучший спидранер Half-Life 2 игр на данный момент? The best Half-Life 2 speedrunner at the moment might be Pang, as he got the hardest world record of Half-Life 2 so far, any percent no void clip. He's insanely good at going for different routes as well, as he knows how to speedrun so many different mods as well. That said, Malte is oddly good at improving super quickly on any game he does, so if he wants to come back, he would take the first place if he wanted to. Я мог бы начать рассказывать про то, кто такой Пенг, но я думаю, что это стоит оставить для отдельного видео. Но если вкратце, то Пенг присоединился в Discord сервер Source Runs в 2021 году, и спустя уже практически 3 года он добился невероятных результатов в спидранах, а также является очень жестким в созданиях сегментов. Мальтемлер тоже очень крутой и опытный спидранер по Half-Life 2. Он имел практически по всем популярным категориям мировые рекорды. Участвовал во многих сегментированных спидранах, а также он участвовал в ESA, Европейское собрание спидранеров, где показывал и ранил Half-Life 2. Знаешь ли ты кого-то, кто покинул спидраны, но ты хотел бы, чтобы он вернулся вновь? Half-Life 2 mod runners tend to stick to speedruns for a year and then quit. I still wish the old runners would keep the community active, such as Advanced, Pegasto KM and Vehicle Ronald. Вкратце, Pegasto KM или же просто Pegas является русским и участвовал во многих сегмент-ранах по типу Half-Life 2 Done with Half-Life 1 Moment и Half-Life 2 Cast Endless. Advanced и Vehicle Ronald крутые и олдовые раннеры, но, к сожалению, я мало чего знаю о них.
По твоему мнению, спидраны по Half-Life 2 потихоньку умирают или же держатся на плаву? Half-Life 2 in the past few months has been the most active it has been in years, it feels like. So many new runners, and the top 6 is completely different than what it was a few months ago. Half-Life 2 mods on the other hand haven't really had any other active runners in 2023 other than me, besides Half-Life 2 Downfall, which is sad to see after the semi-active 2021 to 2022 period. Есть ли то, что бы ты хотел пожелать нынешним спидранерам? A lot of speedrun friends I know deserve their efforts to be recognized, so my wish is that they get that recognition they should have throughout 2024. Я думаю, что и вправду спидраны немного недооцениваются людьми, и по моему мнению, спидраны очень даже интересны, даже в соревновательном плане. Например, борьба за топ-1 или же какой-нибудь турнир в OpenAG, где нужно без ошибок и быстро пройти ту или иную карту. Я считаю, что рано или поздно любой постоянный гринд, который продолжался бы каждый день, должен рано или поздно окупиться. В заключение хочется сказать, что Лайрен действительно является единственным, кто больше всех заспидранил моды на Half-Life 2. Очень неплохой и олдовый спидранер по Half-Life модам, и не только. Я считаю то, что попытки привлечь людей спидранить моды очень даже понятные и интересные решения. В общем, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось данное видео. Если хотите продолжение такой рубрики, в которой я рассказываю о всяких интересных спидранерах, то дайте знать в комментариях. Большое спасибо, Лайрен, за то, что решил согласиться ответить на вопросы, а также большое спасибо Проллерт за поддержку и помощь в создании этого видео. С вами был Илья или же Фурка, всех с наступающим Новым Годом и, возможно, увидимся уже в следующем году. Пока-пока.